Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я похвастаюсь своей новой самоделкой, идею которой я вынашивал почти целый год. Я знаю, что никто копировать этот гаджет не будет, но, возможно, кого-то заинтересуют технологии, которые я использовал при его изготовлении. Чтобы обеспечить приемлемую точность гибки, я изготовил составной шаблон из планок дубового паркета, ориентируясь на внутренние размеры корпуса гаджета. Для разметки заготовок вы всегда можете использовать распечатку своего чертежа. При резке заготовок из алюминиевых сплавов я использую мыло для снижения трения. Наверное, эту работу можно было выполнить и ножницами, но не зря же я изготовил этот станок из электролобзика. В одном из очередных видео я расскажу о его модернизации. Дополнительные материалы вы сможете найти в описании видео. При использовании шаблона для гибки сложных форм главное правильно зафиксировать заготовку до первого изгиба. В дальнейшем линейные размеры и радиусы гибки должны быть обеспечены геометрией самого шаблона. Так как шаблон был изготовлен из 3 частей, то его было легко извлечь из корпуса. Чтобы декоративное покрытие корпуса прослужило дольше, я сгладил острые грани и закруглил кромки корпуса. Также я просверлил несколько отверстий для крепления сборочных единиц и одно большое отверстие для объектива камеры. Эту планку я изготовил из металлической линейки, купленной в магазине Канцтовара. Она позволит нам закрепить жесткий корпус гаджета на поясе брюк, имеющем форму дуги. В том же магазине я приобрел и канцелярские биндеры. Эти зажимы изготовлены из пружинной стали, поэтому лучше их сверлить твердосплавным сверлом, предварительно подложив под зажим полоску жести. Зажимы крепятся к пружинной планке винтами диаметром 2 мм. Эти винтовые соединения вам следует обязательно застопорить краской или стопорными шайбами. Я выбрал стопорные шайбы просто потому, что они у меня были. Эти винты также используют роль клыков, врезающихся в ткань пояса брюк или брючный ремень. А это небольшое приспособление уже имеет заданный радиус гибки. Положение половинок этого шаблона друг относительно друга обеспечивается стальными штифтами. Так как этой латунной заготовке нужно было придать довольно сложную форму, мне пришлось воспользоваться подручными средствами, такими как пинцет и монтажный крючок. Признаюсь, что я довольно долго планировал последовательность действий, прежде чем приступить к гибке. Сверлить отверстия лучше после гибки, чтобы в случае появления погрешности можно было внести коррекцию. Конечно, обе спаиваемые детали следует сначала тщательно залудить. А эта термоусадочная трубка служит в основном для декоративных целей. С помощью эпоксидного клея я закрепил на концах медной проволоки деревянные шарики. Но прежде я нанес глубокие насечки на конце этой проволоки, чтобы повысить надежность клеевого соединения. Ручки рига должны были быть изготовлены из черного стеклотекстолита или карбона, но цена этих материалов слегка изменила мои планы. Я использовал желтый стеклотекстолит, который был у меня в наличии. Ну и наконец я решил проблему стеклянной пыли с помощью 2 пылесосов. Для оклейки корпуса гаджета я использовал тонкую эластичную искусственную кожу, которую купил в магазине тканей. Клеить такую кожу нужно специальным контактным сапожным клеем. И вам следует позаботиться о растворителе для этого клея, если клей окажется слишком густым. Конечно, и в этом случае я долго планировал все шаги этого процесса, и я думаю, что во второй раз у меня все получится намного аккуратнее. Я заранее вставил в металлический корпус все потайные винты, чтобы внутренний слой кожи скрыл шляпки этих самых винтов. А эти прокладки из пористой резины формируют внутреннее пространство чехла для возможности фиксации смартфона как экраном внутрь, так и экраном наружу.
Ну и наконец мы можем вклеить последний лоскут кожи, чтобы приступить к окончательной сборке. Эти небольшие эластичные подушечки из мочалки предотвращают выпадение смартфона из футляра во время бега. Еще две подушечки из пористой резины резервируют пространство внутри гаджета под другие модели смартфонов с размером экрана около 6,5 дюймов. Второпластовые шайбы снижают трение между ручками рига и искусственной кожей. Здесь я применил стопорную краску и увеличенные шайбы для винтов диаметром 2 мм. А эта сборочная единица крепит медные штативные ножки к корпусу гаджета, а также фиксирует ручки рига в собранном положении. Для крепления планки с зажимами я применил винты диаметром 2,5 мм и стопорные шайбы. А теперь я расскажу о функциях этого гаджета. Смартфон легко фиксируется в корпусе гаджета и при этом сохраняет доступ ко всем своим кнопкам и гнездам. И я надеюсь, что вместе с фабричным чехлом гаджет обеспечит защиту от падения. За считанные секунды вы можете превратить этот гаджет в подставку для смартфона и задать произвольный угол наклона как для горизонтальной, так и для вертикальной ориентации экрана. Гаджет надежно крепится к брюкам или ремню и обеспечивает мгновенный доступ к телефону одной рукой. Также вы можете вести видеосъемку с уровня пояса и регулировать наклон объектива камеры по вертикали. Причем положение камеры не меняется, когда вы садитесь или встаете со стула. Точно так же вы сможете отрегулировать положение камеры относительно горизонта, если будете использовать для съемки шейный ремешок. Ну и наконец гвоздь программы – съемочный риг. И да, вы правы, можно научиться держать телефон руками и не закрывать объектив пальцем. Но это только до тех пор, пока вас не толкнут в спину или не зацепят ваш локоть. Творческих вам успехов, друзья! До встречи на канале!